Приветствую. Сегодня у меня на столе пресс-папье Milwaukee 2780 или же в европейской версии CIG 125 XPD. Вам может показаться, что это УШМ, но нет. Это прижим. Будет полуобзор с рассказом о том, как это в ремонт носили. Почему полуобзор? Потому что она сдохла, и в работе я вам ее не покажу. Вывод всего видео вот вам сразу здесь и сейчас. Если покупаете инструмент сами для себя, не берите Milwaukee, не разобравшись, что вы будете делать в случае поломки. Есть ли запчасти на нее в природе? Если да, то где вы будете их брать? Имеет ли вообще экономическую целесообразность ремонта? Потому что ломается все. И фистул, и фаен, и мафел. Если инструмент не лежит на полочке, он может навернуться. И надо знать, что вы будете делать. Поэтому, если вы наткнете где-то на УШМ Milwaukee предыдущих поколений, подумайте 10 раз перед тем, как брать. Даже по очень вкусной цене. Не советую. Все. Часть без нытья закончена. Почему вообще запарился? Вот сломалась бы у меня фенбау, выкинул бы нахер и не парился. А вот эта УШМ мне просто дико нравилась. Так как и кирдык, характеристики и габариты перечислять не буду. Расскажу о своем впечатлении от инструмента. Заодно покажу, как выглядит внутри действительно профессиональный инструмент после 8 лет не самого интенсивного использования. Без дела она не лежала, но над ней не издеваюсь. Поговорим об ушедшей. Это самая простая УШМ, без тормоза, регулировки оборотов и так далее. В работе это был великолепнейший инструмент. Вот эргономика просто потрясающая. Ее удобно держать и так, и так. И кнопка сама не нажимается, в отличие от фенбау. Регулировка кожуха здесь имеет 5 положений. Это 5 отверстий, куда может входить шпинек. В целом конструкция достаточно своеобразная, но бывает и хуже. Что по мощности? Специально задавить я ее не пытался. Сама она от перегрузки у меня ни разу не вырубилась. С 5-амперным аккумулятором мощности тут с запасом. Профильной трубы 20 на 40 2-мм толщины я перепилил немерено. Сварных швов на этих же трубах зачистил столько же. Да и по дереву не стеснялся и работать. И все было хорошо, пока в один момент при резке тоненькой профильной трубочки внутри корпуса не произошел щелчок. И больше она не включалась. Ни дыма, ни запаха гари, просто тишина. Я снял палец с курка, все было кончено. Повезли ее в официальный сервис, где выставили сумму ремонта 400 рублей, то есть $140. И предупредили, что запчасти могут идти и месяц, и 2. Спустя 3 месяца, с трудом на них дозвонившись, услышали, что сейчас они уточнят и перезвонят. А на вкус как пиздеж. После чего они пропадают. И такая процедура происходила раз в месяц. Пока я не смирился. Итого в сервисе у официалов она пролежала почти 9 месяцев. За это время они 3 раза заказали запчасть, что интересно не ту. Сразу видно специалисты. И она 3 раза не приехала. И они потом еще хотели 20-ку за диагностику. Что, вашу мамашу? Я думал, бошевский сервис никто не переплюнет. Зато за это время я полностью пересмотрел свое отношение к УШМ под 76-й диск. Ссылка на обзор в описании. Ну ладно, давайте смотреть, что там внутри. Сразу отмечу, что я раньше ее чистил, поэтому грязище вы тут не увидите. Все шестерни практически в идеальном состоянии. И да, это смазка с завода. Я ее туда не добавлял. Это ровно то, что положил производитель. Учитывая ее консистенцию и возраст, красота, конечно. Если кто-нибудь знает, где купить такой лубрикант, пишите в комментариях.
Верхний подшипник уже свое отработал, а вот нижнему совсем хана, но еще не клинит. Корпус из толстенной пластмассы очень хорошего качества. По ощущению, толще раза в 3, чем у китайцев. Ну вот, собственно, и виновница торжества. Деталь номер 40. То есть статор, контроллер, кнопка, контактная колодка и большая жменя проводов. Это все одна деталь, одним артикулом. Производитель тут обо всем позаботился. Все спаяно намертво и залито компаундом. Чтобы даже мыслей не было что-то ремонтировать. Иди и покупай новую. Как одноразовая зажигалка, только за 200 баксов. При том, что этой запчасти есть аж 3 разных вариации, ничем не отличающихся. У официалов ее нет. Вообще. Единственное место, где ее теоретически можно найти в дикой природе, это на eBay в Австралии. Да, бесперспективняк. Включай, что стоишь? Чудо не случилось. И что я вам могу сказать? Если кому-то надо редуктор, ротор, корпус, пишите, отдам немного. Что в итоге? Инженерный шедевр, который проектировщики обрекли на свалку. Покупая такое, помните, вы платите за потрясающий инструмент, который накроется ровно в тот момент, когда в электронике что-нибудь щелкнет. Потому что красные не чинятся, красные просто умирают молодыми. На этом, собственно, и все.
Лайк, подписка, коммент. Всем удачи. Нужен будет совет, забегай.